Здравствуй, мой дорогой друг, рад приветствовать тебя на канале Гримера. И сегодня у нас с тобой тут что? Что ты видишь у нас тут с тобой? У нас тут с тобой сегодня черная книга. Мы продолжаем, собственно, разбираться с делами свадебными Колясика. Он нам хорошо помог, мы ему хорошо помогли и еще поможем. А они нам обещали какой-то гостиниц прикольный. Вот мы в него и верим, собственно. Пошли, собственно, они да. Бочки с готовым. Котлета пропала, все. Да, и, собственно, беса мы угомонили, пиво помогли ребятам забрать. Ну, немного, но хоть что-то да будет. Эх, сколько пива доброго попортилось. Пиздец. Вот тут согласен с дедом полностью. Видать, колдун какой-то замешан. Видать, да, замешан. Повезло им, что ты свахой будешь. Повезло. Ты тоже поглядывай у Николая-то, что там? Мало ли. Погляжу. Много колдунов-то любит свадьбы портить, сама понимаешь. А чё? Не понимаю, подожди. Да, а поезжане без защиты. Ну и ладно. Если свадьбу испортить, можно всю жизнь молодым сломать. Да, Ну ничего, смотри в оба, оборонишь их. справедливо. Да уж, от Федьки тут помощи не жди. Ну, Федька, да. Ладно, пора нам. Федька-то да, Федька-то, конечно, дурачок тот еще. Хотя, может, теперь как бы и ума-разум подобрался, когда его повесили-то черти. Так, забираем награду. В смысле провалено? Ну, та быстро прогнала его каким-то заговором. Ля, сука, на старухе. Ну, хоть пиздов не получили за это. Никаких штрафов нету, просто, 3 греха и 3 греха. Чё бубнеть-то? У нас их уже 200, нас уже хуй чё спасет. Собственно, а кто у нас есть? Пожар, собственно, голод и пожар. Голод. Кузнецовка. Давай вот в голод, в Кузнецовку и отправим, собственно, нашего многоуважаемого. Пожар, Макарка полетел сразу, да. Так, что тут у нас еще есть? Больше ничего нету? Так, ну тогда, собственно, 13-й наш, собственно, да, явиться ночью. Ты мне ночью, паскуда, явился в первой части. Надеюсь, тут тоже сможешь нормально ночью явиться. Не запари мне задание подлюка. Просители. Помогай, Господь, Василиса Федоровна. Ты бабка была только что. Ладно, ну помогай, да. Бог в помощь. Бог в помощь. Невеста-то прислала за тобой. Никому не дает баню изладить-то. Почему это? Говорит, только ты сможешь. Тогда ладно. Это верно. Передай, что буду скоро. Готовьте украшения. Ага, хорошо, ну побегу. Хорошо, беги, А я родная. отправлюсь к Николаевым поезд ладить. Поезд? Вечером приеду с поезжанами. Начеку будь. Колдуны колдунами, но и нечисть не забывай. А то мало Хорошо. кто тут замешан. Хорошо. Хорошо, дедушка. Хорошо, дедуль, базара 0. Собственно, проситель еще один у нас тут. Какой-то мужик. Здравствуй, Василиса Федоровна. Здравствуй, денежку принес, молодец. Что-то хворь меня взяла. Лихорадка ли, чё ли. Вот, Ага, руки сохнут. ага. Того и гляди, ни плуга, ни сахи взять не смогу. Нихуя себе сохнут, брат. У тебя там по 2 пальца осталось. Я в крови все. Ну так это не ты ли в том году напился и колокол с Троицкой церкви скинул, а? А? Ух, так, Егор Евлампович, каюсь. Я к вам раскаявшись. Угу. А вот тебе пиздец, брат. Василиса Федоровна, палать, а? Я бы, конечно, нахуй послал, но он нам денег дал, нужно услугу оказать. Ладно, пошепчу уж. Че, не помирать же мужику? Давай, садись-ка у печи. Вы шепчете несколько целительных заговоров, и просителю становится лучше. Ох, спасибо тебе, матушка. Теперь не пропаду. Не пропадай. Не пропадет, ну и не пропадет. Да, собственно, что бубнеть-то? Ну и тем временем у нас тут все наши дела вроде закончились. Можем и в путь-то отправляться. В путь? Ну по деревне походим, собственно, да. Что это? Ваше местоположение, Чернском. Ну мы у себя в доме тут, да, говоришь, по деревне походим, пошаблаемся. Прошка Войпель, вот, да, ля какой.
Ля, какой сексуальный кот. А, подожди, именно слов. Знаткой сват. Почитаешь на паузе. Блять, вот. Почитаешь на паузе про знаткового свата. Карта. Невестин двор, собственно, перед баней нужно плаче предсказывать, а саму баньку украсить лентами да березками, собственно, да. А, это у нас что? Это у нас... А дополнительное задание вот она нам что дала? Или то? Не понял. Ладно, все равно в баню идем, пошли в баню. Пошли в баню, собственно. В баню-то пошли. Ах, пошли. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ля, чисто один в один, как Спасибо, это. что пришла, Васенька. Акулина. Я уж за ночь наплакалась, сил-то нет почти. Ага. Так уж заведено. Хочешь жить хорошо, так повыть нужно. Угу. Хуёвый такой обычай. Знаю. Только не просто это. Я по баннице-то скучать не больно-то буду. Так ты беды отведешь. Тут наревешься, а жить будешь весело. Да, расскажи. Скоро в баньку идти. Ты уже ее украсть как положено. Лучше тебя, так никто обряда не знает. Ладно, Хорошо, иди пока плачь к волосам присказывай. И без меня расчешетесь. да. Я тебе отложу ленточку алую. Да не надо, и так справлюсь. Хорошо. Спасибо, Васенька. Пойду тогда. Так, чтобы ладно украсить, нужно березки вдоль дороги расставить и баню ленточками увязать. Хорошо. Пора за дело приниматься. Давай, чё, давай, подожди. Я тут траву где-то видел. Вот трава. Как бы, да ну подбери. Банька банькой, собственно, а это по расписанию. Чё сундук? Тут лежат заготовленные для украшения бани разноцветные ленты из атласа. Давай Вы берем. берете ленты из сундука. Я молодец, я беру ленты из сундука. Березовые, собственно, Здесь лежат заготовленные Ветки. березовые ветки. вы берете ветки из сундука. А, нихуя, я их расставила. Березки. Красиво получилось. Да и невесту сберегут. Правильно. Березка на земельке русской, там туда-сюда, вот это все. Невидимая стена нас ограждает. Я просто траву ищу. Не обращай внимания, что я бегаю как полоумный, а траву ищу. Собственно. А, вот и трава. Трава же? Не пока. Да, вон, видишь, спряталась собака. Все, так, ну а чё? Мы тут все сделали. Идем, получается, банька вешать эти ленточки. Старая Ебать, баня навевает вам воспоминания о подполе Абдерихи. Вы отбрасываете невеселые думы. Здесь нужно не дверь в подпол открыть, а сруб украсить. Справедливо. Я вот просто что думаю, а что, реально никто не мог вот это вот, блядь, ветки понавтыкать вдоль дороги и Вы ленточки размышляете о том, развесить? каким цветом украсить баню. Бля, ну красным, наверное. Наверное, красным. Ебать, выглядит, конечно, как будто кровь капает. Странная бочка. Кто Бочка там? прыгает из стороны в сторону и раскачивается, словно живая. Приоткрыть В бочке крышку. оказывается маленький мальчик. В руках он сжимает свирель и дудит в нее изо всех сил. В смысле, птицу свирель? Ну, векшица, сейчас-то Петька А. охотник на колдунов повыведет тебя с этой свадебки. Ага. Охотник на колдунов? Хватит дудеть! Я тут помочь хочу невесте-то. Ага, поверю-ка тебе. А ты умственно отсталый, Петька. Смотрите, какой милый мальчик. О, боже мой, его нет, он умственно отсталый. Мальчик начинает неистово терзать свою свирель. Если он не перестанет дудеть, у меня лопнет голова. Я могу переубедить его. Ведь колдуны еще и помогают. Кем там меня молодые назначили? Свахой. Я невесту у банницы просватала. Думаешь, я чё, чтоб свадебку попортить, ее спасла? Про сватовство мы считали. Ладно, убедила. Я слышал, колдуны свадьбы портят. И вот я сторожу, так Так пиздуй, сторожи в нормальном месте, а не здесь, долбоёб, под рукой тут не это. Это ты чё про колдунов-то слышал? А? А вот док на доку, бывает такое? Что такое док на доку? Колдуна позвали, а он слабый, Ага. как ты. Ага. Чё ты там шепчешь? Тебе еще поебалу книгой видал? Она прям нахуй как твое тело, кстати, по размерам, в принципе. Заедет неплохо. Ничего. Так вот, второй сильный приходит, ну и портит все напропалую.
И первого колдуна, и свадьбу. Ага. Пидорас. А про Банька. банников тут слыхал? Слыхал. Проклятых утаскивают и кожу с них стирают. Мгм. Невеста, говорят, у них пожила. Да-да. А чё, нечисть тоже? Ну да. Спасти ее удалось. Да не, да я бы его закошмарил. Сильный колдун помог? Да, я с женихом-то ходила. Ты-то? А так без жениха ты и не справилась бы. Сука, такой урод, блядь, такого перетянуть хочется. Реально просто тварь малолетняя. Справлюсь? Может быть, поможешь мне свадьбу сберечь? Падла. Это можно. Вместе так точно защитим свадебку. У тебя толку, блядь. Как с козла молока. Вот вроде даже что-то там это. Но молочка-то не будет. Поборемся с колдунами. Не будет. Пора Попрощаться. мне невесту. Я за тобой тоже пригляжу, колдунья. Давай-ка по-мирному, ага. Да, После да. приготовления Давай, настает нахуй. время вести невесту в баню. Посмотреть на обряд собралось много народа. Все хотят послушать старинные плачи и посмотреть на украшения. Вы разметаете дорогу перед невестой, чтобы на ее пути не оказалось проклятых предметов. Это правильно, это дело хорошее. Ля-какие, смотрят, смотрят. А еще нормально ходить вот с этим вот платком? Не видно ж ни хера. То там птицы какие-то. Надо было птиц переебать, не? Как тогда вот я там сороку трахнул и все, и нормально было. И нормально дело, и нормально будет, так сказать. Что у нас тут? У нас тут, кстати, в именословие энциклопедии статейка про свадебный оберег, собственно. Открываются границы между мирами во время свадьбы, поэтому было принято всячески оберечь обряд от сглаза и порчи. Эту задачу возлагали на колдуна, который зачастую становился старшей дружкой, то есть помощником жениха. О, ясно, он сохранял свадьбу, поезд по дороге из деревни и обратно, мешал другому зловредному колдуну. Обряд завершался вторым днем пира, во время которого парни разыгрывали пародийные крестины и пародийную свадьбу. Дурачки, в общем, мальчики. Собственно, невестин двор. Поехали в баню. Вечером посиденок говорит, нужно баню затопить. Лучше мне самой этим заняться. Справедливо, а то они дурачки же. Ну, типа, не справляются без меня. Вы предупреждаете невесту о том, что вскоре могут появиться гости с ее стороны. Бесы, которых подошлет Абдериха. Вы оказываетесь правы. Только загораются дрова в бане, как является окаян. Ну и пизды ему сейчас дадим. Ля какой. Биг бой. Биг бой. Слухай. Блять, у нас только один этот. Ну, короче, смотри, ты что сделаешь? Порча, ну хуй. Подожди, сколько мы наносим урона? 5. Это у нас что тут? Стоп, мы благословение убрали? А где благословение? Ладно, потом разберемся. 5 плюс 7, 12, плюс 3, 15. Собственно, а тут 17, 18. Но вот этот умрет, вот эти выживут. Давай вот на этого одну накинем, а вот на этого вторая и не нужна. Мы карту доберем лучше. Собственно, ну этого мы... Войпель наш Войпель. Давай, затетяй нас. Сейчас он нас и защитит. Хотя, наверное, в таком случае я про него и забыл. Надо было сначала вот эту подлюку убить. А потом уже вот этого приговаривать. Все, это вы угомонили. Сейчас уголек трахнем, и все будет классно. Ля что делает? Порчу повесил. Ну, порчу так порчу. Смотри, наш ход мы там что-то на 2 получим. Ну, на 2, кстати, не страшно как-то даже. 3. Ну, а тебе что? Ну, само собой, же у нас наречистость есть. Наречистость, между прочим, это вам не это. Собственно, да. Кстати, вот это, по-моему, у нас было. Или мы его не взяли? Давай возьмем. Переведя дух, вы моете невесту, предсказывая обрядовые заговоры. Потом переодеваете ее в свадебный наряд. Ща тупо сиди вот это вот, мой невесту. Прикольно.
Пиздец, на самом деле какой. Ладно, что-то поезд приехал. О, дурачки приехали. Скоро должны приехать, собственно, Вильгард, отправимся на венчание. Ну, давай. А у нас еще и тут и этот, Войпеля я привел, а он бажу, Во двор уже между заехали прочим. повозки свадебжан. Сегодня вечером будет посиденок, так что народа много. Здесь и Николай, и тысяцкий дед Егор, и близкие родственники жениха. Едва гости вступают во двор, мать невесты выводит к ним дочь. Ага, Приехали. приехали. Батюшки, народу-то сестель. Ага, прибыли, так встречайте гостей. Не было ветру, вдруг навило. Не было гостей, да вдруг приехали. Здравствуй, Тысяцкий воевода Егор Евлампич. Угу, здрасте. О, скоро совсем в люди тебя выведем. Санек. Сама ее называла. Здравствуй, дружка удалой, верный товарищ. Так чё, как говорят в Чердыне, бонжур. А ты что-то разговорчивый дохуя стал. Последние наши встречи-то как бы там это... Закончил разговорчики-то свои. Здравствуй, суженый. Здравствуй. Гляди-ка, совсем скоро обещание сдержу. А потом можно и развод. Начнется. Пора бы и невесту пропивать. Ну, давайте пропивать. Куда лезешь поперек повозки-то? Когда Тысяцкий скажет, тогда и пойдем в горницу. Правильно. Да ну тебя, чё церемонный-то какой? В городе все быстрее делается. Эй, сыщицы тут нет, а у нас тут вообще-то пиздец, а не невеста. Так что тут лучше все чинно сделать. Ага, там вообще скоро душу свою растеряют. Свадьбу тут мы как Ой, Господи Иисусе. Не понял. Не сердитесь, Василиса Федоровна. Егор Евлампович, как решите, так и будет. Вы Во-во. пока коней распрягайте, да к столу готовьтесь. Мне со свахой вашей поговорить надо. Побазарим давай. Как скажете, Егор Евлампович. Сюда проходите, ребята. Ребята. Ох, не дождешься тебя, дед. Ты, падла, слышь, Пазл, тебя опять повесить, что ли, а? Ничего, ничего, скоро глядишь и дождешься. Дождешься. Дождался уже один раз, так нормально. Дождался. Че, давай поговорим со всеми. Подруга, невеста. Эй, Колян, готовь монету. У нас твоя есть, солдатская. Эх, А? заводи, Петька, стучи в барабан. Да-да. Новая песня. Песню мы новую знаем. Ее, кстати, почему-то не это. А где? Березки да елочки, по-моему, была, нет? Это не точно, конечно, мне кажется, что была. Ладно, ну как бы, ладно и ладно. Давай для начала с невестой поговорим. Собственно, она что думает по всему этому Невеста поводу. не совсем обычная. Другие с домом прощаются, а я его недавно и не знала вовсе. Угу. Ты его увидела. Не всем проклятым-то так повезло. Во-во. Это верно. Во-во. Но ты же мне поможешь, если что. Да помогу, Ну, чё, куда не зря же деваться-то? я тебя у черта просватала. Да-да. Спасибо, Васенька. Ладно, чё, сено? Колдуны часто подбрасывают стручок с 9 горошинами, чтобы лошади не шли. Вы осматриваете сток сена, но сейчас не чувствуете среди травы порченных артефактов. Ладно, блядь, чё, давай все осмотрим тогда нахуй. По максимуму. А то вот это вот, что тут устроили сейчас. Сейчас мне тут что-нибудь попортят и пиздец. Ступеньки без коллизии, ладно. Да пода, какой Николай? Ладно, ну Николай так Николай. Вот, Василиса, прошли мы с тобой через огонь, чтобы тут оказаться. Угу. Погоди-ка, огонь у застолья скоро начнется. Типа, завали, Как а. ты, Федька, после той ночи-то? Плохо помню, что было, Васька. Одно знаю. Если б не ты, последний-то был бы посиденок мой. Угу. Я этого-то не забуду. Во-во. Получается, Вот и не ты уебайся. всем как мать родная. Получается, что как мать. Долбоёбы. А, ничего, смотри, нихуя без меня не могут. Толку у вас, зря. Ты чё, дурачок, пришел, да? Пол, подожди, дурачок, тут полы. Если на дороге невесты окажется порченная шерсть, это к неудаче. А если шерсть медвежья, то и поезд может не тронуться. Вы осматриваете пол
но не находите проклятых артефактов. Ладно, ладно. Ну я-то как бы это... Я бдю, блядь. Это мать, да, ее? Мать? Ну, получается, мать. Давай с пиздюком поговорим сначала. Что он думает? Пока спокойно все. Кроме тебя да дед Егор не видно колдунов. Слышь, ты тут это... Я-то в оба гляжу. И черта, если замечу, тоже скажу. Ладно. Черта? Его простой люд-то не видит. Дурачок. А вот и нет. Сейчас любой черта может увидеть. А ну хотя свадьба там это, да, там граница миров, Самоходные пиздец. телеги без коней слыхала? Кто их, если не черт движет? Ебанутый, а. Двигатель внутреннего сгорания, неуч. Ну, жирновато черт крутит. Это я знаю. Ага. А повозку кто тогда толкает, если скотины нет? Биси, кто ж еще? И другое есть. Паровозы, например. Паровой двигатель. О, а про пелеграфа слыхала? В Соликамске недавно пелеграфные черти так разбушевались. Телеграф. Крестьяне аж побороли пелеграфа-то. Это у них вроде князя у царей. Пеля — граф. Ау. Порезали Дебил. пелю Чё-то я слышала про Пелю графа тоже. графа. Держим ухо востро. Как бы сам Пеля граф не явился. Ладно. Дурачок какой еще просто. Моите. Давай с матерью поговорим. Жизнь-то повернулась. Сколько лет я полено ростила, а доченька моя у беса мучилась. Да-да. Ох, Господи Иисусе, как так-то, прости, Господи. Ну вот так вот, бабка, а ты шо? Что ты думал? Полено. Ребенок твой не рос. А чего ж ты не сходила так к знатким? Так я доктора звала, он сказал что-то по-ученому, мол, болезнь какая-то. Ага. Все болезни от черта. Чё ты докторов слушаешь? Радуйся, что Николай до нас добрался. Цыганок надо слушаться, а? Ой, так не знаю, как и благодарить-то тебя, Василиса Федоровна. С такой свахой-то не пропадет, дочурка моя. Да не пропадет, куда уже. Куда еще-то пропащий быть-то? Жених. Довольный женихом-то? А? Ой, так лучше и не сосватался бы. Во-во. Хозяйственный, служилый. Чё еще, Надь? Ну да. Ну да, дочь. Дочурка у вас завидная невеста-то. Пиздец. Я бы лучше и не взрастила. Так ты и не взрастила. И как тут скажешь, что у бесяков росла, прости господи. Да не поверит никто. Да Ну, Иванова-то вон его сколько. да-да. Мне подарок достался, пояс, как у девки моей. Не знаю только от кого. Ой, блядь. А так вот это плохо, а пояска-то от этой... Ой, блядь. Ну вот еще одна улика в пользу того, что этот пидорас все тут наколдувал. Не могу понять-то. А? Ладно, так веселый парень, да. Ну О да. другом потолковать хочу. Свадьбу нам оберегать надо. Заметила чего? Не. За место Федьки. Но нет, будто спокойно все. Угу. Оба гляди, как бы порча не присела. Да оба глядю. Порча. Что-то неладное почуял-то. Кони худо шли, когда поезд выводили за ворота. Я Угу. пошептал, и вроде лучше стало, но так спроста-то не бывает. Угу. Поищи-ка ты сама. Может, тебе с колдовской силой что узнать и удастся. Ладно. Колдуны. Колдуны-то другие и не сунутся сюда, думаю. Они тебя давно уж боятся. Пожалуй, не будем тревогу бить, ага? Ну, пока не будем. Вот у меня в молодости, помню случай. Я дружкой был, оберегал тоже. Так пришел обиженный один. Не позвали. Поэтому и Так обижен, я да. его так спортил, неделю потом полоскала. Ну, ты все-таки порчу поищи, чтобы сама крошить-то не пошла. Справедливо. Это дело, да, это дело справедливо. Федька. Гармониста нашего научил словам? А? Научил. Он все и нашептал, как положено. Как бы не Хорошо. напутал чего. Да что Ну. там напутаешь-то? Я приглядываю, так не балует. Ладно. Ладно, до Тоже скорого, такой дедуля. девушка. Осмотрюсь я. Помнишь, я тебя учил свадьбы портить? Ага. Как не помнить-то? Вот и попробуй найти или шерсть, или стручки бобовые.
Если какой-то бес и подкинул, то надо убрать. Хорошо, дедушка. Хорошо. А ну чё, ну а мы все это... Мы тут все посмотрели. Ну, пол, давай еще раз проверим Если пол и на дороге сено. невесты окажется порченная шерсть, И сено тоже осмотрим. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Ну, потому что там то вроде часто ничего не было. подбрасывают стручок с 9 горошинами, чтобы лошади не шли. Нет артефактов порчу. Может, конечно, с дедом поговорили, сейчас триггер сработал, и может что-то еще появилось. Давай мы тут это... Пойдем, мальчик, Колян. Ну, вроде ничего нету. Вроде ничего не... Ну, все, ну и покинуть местность. Пойдем дома смотрим. Вы можете продолжить путь. Можем покинуть местность. Опа, нань. У меня семья. Собственно, у нас тут клеить на повести есть и шумная горница. Пойдем мы клеить на повести, собственно. На повете. По повете. Горенько, сберечь свадьбу. Но это у нас основное, да, вот эти вот как бы... Собственно, да, клеить на повете. Собственно, на повете всякая нечисть любит ютиться. Нужно проверить эту темную комнатушку. Как бы худо кого не было. Какого не было, да? Собственно, пойдем проверим эту комнатушку темную. Вы заглядываете в 100% кладовку на сейчас... повите А, ёб и твою мать. видите нахохлившийся силуэт мохнатого суседки. Кажется, он погружен в свои мысли и не замечает вас. Слушай, а что пиздить-то соседку? Давай поприветствуем. Здравствуй, соседка-батюшка. Ух ты, напугал-то как. Ага. О, Евшица, колдунья, я сейчас повыведу-то тебя. А я тебя. Погоди, я сваха. Наоборот, свадебки-то помогаю. Да. Вот оно. Да. Я думал, ты из тех, кто их портит. Не, братан, ты тоже помогай Я защищать. глядел, кажется, видел кого-то на медне. Да не успел испугать-то. Ушла тень-то. Все ясно. Так, а ну-ка, Я давай. думала, тут нет соседки. Полено извело тебя. Ой, так и было. Силен был подменыш. К родичам убегал, только недавно смог вернуться. Ага. Ну ладно. Невестой-то доволен? Эх, доволен. Жалею только, что не смог ее от проклятия уберечь. Ну, там в бане у меня сил немного. Справедливо. Тень? Что за тень? Расскажи толком. А? Мужик какой-то шарился под поветью. Педик этот, Саня. Я осмотрела двор. Не нашла ничего порченного. Видимо, хорошо спрятал. Знаткой, да? Сразу видно, сюртук, лицо умное, не то что твое деревенское. Ты охуел? Погоди, сюртук? Купец, что ли? А бес его знает. Он глаза-то нечисти отводить может еще пуще твоего, так. Подкрадется и за шерсть ухватит. Ну ничего. Да чё вы все меня принижаете? На утро ищи порчу, отыщешь. Ага. Суседка советует осмотреть в подкладке сундука с постельным бельем, которое повезут в дом жениха. Давай. Спасибо, батюшка. Да здорово. Хоть ты мразота та еще, но ладно. Собственно, ну все, ну посещено. Кстати, давай заглянем сразу в имена слов. Собственно, молодой колдун. Почитаешь быличку про молодого колдуна. Почитаешь, собственно, про знаткового свата тоже. Все. А мы дальше пойдем. Пойдем дальше, собственно, в шумную горницу. Какой-то шум доносится. Уж не черти ли завелись? Ну, видимо, не черти. А может и черти. Давай посмотрим. А может, Федька дебил. В шумной горнице оказалось от того, что несколько мужиков решили скоротать время до свадьбы игрой в карты. О. Они так увлечены игрой, что не замечают вашего появления. Ну и как бы им, да? Попутного ветра ему сраку. Аринка, что такое? В этой части дома редко кто бывает. Почему? Тут-то картежники и решили упрятаться. Крысы. В этой части дома редко кто Ля, бывает. это этот. Карлан с бородкой из этого. Ну ты понял. Из Игры престолов. Прям один в один. Так, ладно. Ой, там, кстати, видно было дырку под... Да.
На нижний этаж, собственно. Ну да и ладно. Сундук. Не могу это сундук? Ничего не могу. Картежники. Че, мы с картежниками в картишки сыграем, а? Что здесь ходишь? Девкам тут не место. Схуёвли. Ой, погоди-ка, ты чё поришь-то? А, падла. Проходитесь, Василиса. Добро пожаловать. Во-во. Это колдунья. Ох, знатка, что лепишь? Она попортит тебя сейчас. Понял, пес? В книгу вот эту тебе в очко затолкаю. Помогай, Господь. Ты, Самсон, на земской станции работаешь, так ведь? Так это... Добро пожаловать, милости просим. Во-во. Ты дурнина. Вот так Все вот. так, с Урольской станции. Вот так встреча. Родители-то невесты старые знакомые у меня. Ага. А я свахой оказалась. В картишки играете? Да, не желаете ли присоединиться? Да, давайте, чё. А подожди. Знакомство. Как ты с невестинами-то знаком? А? А отец ее пока жив был, так солью приторговывал. Часто в наших краях бывал. Я ему много заикается. рассказал. Сыться. Сутся, ребятки. Про дочку-то свою. Ага. Может, это кошмарнем их? Давай Слышала кошмарнем. я, что тех, кто на свадьбе в карты играет, их бес ровно через месяц в пекло утаскивает. Угу. Ох, Господи Иисусе! Ох ты, Господи Иисусе! Один из картежников в ужасе выбегает из-за стола. Пошел сюда, Чё, пес. Вася, рысь-то наводишь? А Да? может, я не шучу? Картежники в смятении переглядываются. Чё? Ладно, давай сыграем. Все равно мне в пекло дорога проложена. Да ничего. Бог милости. Ебать, стелет, смотри. Ля какая. Чисто. Да, цыганка. Садись под икон. Да, сейчас сяду. Самсон. А с Самсоном против каких-то дурачков играем вместе, да. Ой, хорошо так, красиво так. А чё такое? Что за крестовый поход, блядь? Ну, 9. Ну, бита, ну и бита, и ладно. Блять, опять крестья. Вы чё, рофлите, что ли? Крестья, дама. Валет. Чё, берешь? Ну, вот это возьми заодно. Берешь, так бери. Берешь, так полную руку бери. Чё мелочиться-то? Давай тебе. Чё ты, мне не можешь? Сейчас подкинем, братец. Ты не переживай. Сейчас найдем, что ему подкинуть. Пусть берет. Пусть берет, мне-то это на руку, что он берет, пусть берет. 7, 8, у него 8 не буду подкидывать. Еще одна, ну, бита получается. Получается, что бита. 6. Ля, какой, видал, что творит. На тебе 9. Король. Давай, братец, еще есть что подкинуть? Нету, да ну идите-то, колотить-то. Туз. Ну, пиздец. Типа, ну и все, ну и поиграли в карты. В карты поиграли мы с тобой. Ну, что бывает, что уж тут. А может, это намек, что надо бы начать прокачивать эти скиллы ведьмовские, чтобы в карты выигрывать, не? Видимо, нет. Так, ну королем мы вот сюда вот. А, ну давай мы 3 королей скинем. Все, бита. Бита так бита. Че бубнить-то, да? Так сказать. Вальта тебе. Вальтом побил. Это пидорас, слушай. Туз. Бита. Сколько у него карт? 1. Сука. Не, ну короче, либо у него козырь, и мы проиграли, да, либо он сейчас все это заберет. Все и забрал. Вы победили. А? Красиво. Вот мы отыгрались за то, что проиграли там. Ну и ладно, собственно, пойдем отсюда. Что-то больше нету интересного, по крайней мере, точно. Продолжить путь.
Давай продолжим путь, давай покинуть местность, собственно. Пошли в Гореньку. А в горнице стол накрыт с угощениями. Сегодня посиденок, а завтра под венец поезд отправится. Да, сейчас там нам суседка сказал, сундук надо проверить. Это да. Наконец, после долгих приветствий заморских гостей, начался обряд пропевания невесты. Невеста подала каждому вино, и гости расселись в порядке, диктуемом традицией. Начался ужин из многих блюд: холодца, мясного супа, рыбного пирога и телячьей головы. И это лишь малая часть яств, что сегодня подавали за столом. Жрать захотелось. Прямо ж, да. Прямо ж я такой холодца мясного... Ой. Жрать захотелось, слушай. Холодец, мясной суп, рыбный пирог. Телячья голова, наверное, звучит не так аппетитно, но вот первые 3 пункта прям... Особенно если холодец хороший, ну, как бы там с мясом только, а не с, как бы, да, всем, что остается. Собственно, что? Ну, продолжить. Свадьбы подруги и невеста готовили печальные плачи. Теперь пришло время опевально-величальных песен. О. Перед продолжением застолья вы решаетесь размять ноги и пройтись по нарядной горнице. Давай пройдемся. Дурачок, здоровяк, мать Акулины, подруга невесты, застолье. А сундук, блять, где посмотреть можно? Пиздюк, ладно. Это у него чернушая, истинная сатана. Ага. Как глянула на меня, так я обомлел. Хотела на меня черта напустить. Ща напущу, падла. Ну, потом-то ничего. Говорю, сейчас как ударю наотмашь. Что ты там говоришь-то? Псина. Ой, мамочка, Господь, батюшка. Сейчас я тебя сама наотмашь-то ударю. Во-во. Или, может, беса мне на тебя вот напустить все-таки? Во-во. Ой, Василисушка, не губи ты его. Он дурачок, что с него взять-то? Он и меня дразнил раньше-то с Прошкой. Дурачок, да? О, это же Акулинка. Аля. Прошку показать, он теперь какой, трехглазый. Я-то знаю, что ты добрая. И знахаркой тебя называть можно. Во. Акулина? Это тебя я от Прошки избавляла? Да. Меня, Василисушка. Спасибо, матушка. Пожалуйста. Нечего этому бесяку и котой сидеть. А он уже не бесяк-то Теперь Прошка на уже. исправление пошел. Со мной путешествует. Покажись. Помогает тебе, значит? Ой, как все сложилось-то хорошо. Да покажи его. Это мой дружок Петрушка. Он так на дудочке играет, ладно. Петрушка дурачок. Эх, что умею, того не отнять. Во-во. Еще будешь про меня небылицы рассказывать. Нечем будет на дудочке играть, понял? Жопой-то дудеть сможешь, в принципе, но это не то, чтобы удобно, братец. Понял. Как тебе живется без Прошки? Давай эту Прошку и покажи ей, он же классный теперь. Ой, так хорошо. Лучше не бывает. Ты че? Больше не говорит бесяк из меня страшным голосом. Другие дети не потешаются. Ага. Если бы из кого-то говорил бесяк страшным голосом, я бы не потешался, а обсирался бы. Спасибо, Васенька. Пожалуйста, пожалуйста. Колдуны. Как твой дозор? Заметил еще колдунов? А? Все спокойно. Я на чеку. Бесполезный ты. Даже вон суседка увидел кого-то. Нравится вам свадьба? Ой, красиво. Песни такие. И все нарядные. Ерунда это все. Но у Николая вон форма какая баская-то. Ружье еще есть, наверное-то. Ой, я когда вырасту, все глаза выплачу, а потом веселье будет. О, веселье. Это, конечно, эти обычаи старые. Ужас какой-то, на самом деле. Ну, местами. Некоторые, может, и звучат адекватно, но вот это вообще звучит как ключ полная. Ладно, чё, здоровяк. Соседи этого высокого плотника упали лицом в свои тарелки и мирно посапывают. Думаешь, я их разговорами притомил? Ты какой-то подозрительный. А нет, не в том дело-то. Нет во всей Пермской губернии молодца удалее меня. А книгой поебалу тебе дать, может, будешь это? Поспокойнее тут. Ну, когда речь про плотницкое дело идет, да про выпивку. А, ну если про плотницкое дело, признать, тогда да. Я не так хорош. Ну, раз про плотницкое дело, тогда ладно. Плотник. Топора, стало быть, кормишься? Ага. Вот недавно Струп в Анборе отплотничал. Меня часто по уезду порежают. Платили бы еще как следует. А так хоть чё смастерю.
И лодку, и церкву. Я вон и плотництво с собой везде беру. Топорик верный. Ты тут, блядь, с топором пришел на свадьбу. Дурачок. Ой. Тебя и не перебьет. Я перепью, давай сейчас. Пошепчи что-нибудь, и он, да, Да и я все. хоть 5 штофов водки хабарыснул. Уж верь, уж. Ага. Поспорить. Адамова голова. Давай спорить С приговором по-крупному. вы используете траву и предлагаете пари. Давай-ка попробуем. Давай, давай. Кружкой, а вам все нипочем. Скоро плотник сдается и падает прямо рядом с соседями. Вы забираете его сразу. Лошок. Что я могу сказать? Ты как бы знал бы с кем. Фёдоровна, помогай, Господь. У нее модель, конечно, нарисована пиздец. Я бы, да. Знаю, я не сразу тебе поверила, но не права была. Да. Ох, спасибо, Василиса Федоровна. Как и благодарить не знаю. Возьми уж вот сметанки от нашей буренки. Спасибо за сметанку, Ой, добрый спасибо. день, тебя повстречали. Да, да. Собственно, спасибо за сметанку. Сметанка дело нужное, дело нужное. Подруга невеста. Ой, Василиса, про тебя нам невеста рассказывала. Мгм. Вот ведь мужика себе ухватила, ага. Ага. Ну-ка, тихо, сглазишь еще. Ты тут тоже, ну да как я-то бы, не да. глазливая. Вон Вась подтвердит, ага. Я глаза выколю, если что, и все. Но какой мужик-то солдат. Может, и меня бесяк пускай уташь. Утащит, будешь так кучеряво базарить тут. Подруги. Спасибо, что помочь согласились. Понимаю. Нежданно у вас подруга-то появилась. Да ничего, она ладная девка, словно знали ее все эти годы. Жалко, раньше не объявилась. Не боитесь, что невеста-то подмененной была? А чё бояться? Сейчас-то она обычная. Справедливо. Мало ли чё в жизни-то бывает. Не она ж бесячкой стать решила, судьба такая. Ну да. Кого винить? Так мать ее разве что. Ой, да и она-то натерпелась с подменышем. Бог простит, так. Ну да. До скорого. До скорого, до скорого. Сундук, где сундук с вещами? Проверить, который надо, блядь. Где мне его взять? Может, еще один этот откроется, Застолье конечно. еще не окончено, но оно не продолжится без вашей команды. Ну, продолжить Застолье застолье. продолжается. Каждому гостю отведена величальная песня. После каждой песни принято одаривать исполнительниц деньгами. Приходит и ваш черед. Звучит «Ты, княжая наша свашенька». Когда стихают звуки хора, к вам приближается девушка с подносом. Да, не жалко. Глаза всех исполнительниц расширяются от удивления. Вашу щедрость тут же отмечают хвалебной припевкой. О. Под конец застолья подают ритуальное блюдо – селянку, крупную запеканку с яйцами. Николай ловко отрезает кусок пирога и дарит традиционные деньги своей теще. Застолье будет продолжаться до утра, но дед Егор убеждает вас, что завтра предстоит самый ответственный день – путешествие свадебного поезда на венчание. Вы отправляетесь домой, немного отдохнуть перед рассветом. Ну, это, конечно, справедливо. Ну, может, завтра? Типа. Может, как бы завтра нам нужно будет проверить все это дело. Не, ну слушай, свадьба дело такое. Давай мы ее с тобой закончим. Не будем обрывать серию на середине свадьбы, да? Потом уже в избу вроде вернулись, а как бы, да. А как бы, ну, свадьба-то давай мы быстро чертей забираем. Быстро чертей мы с тобой забираем. Вот так вот их. Сейчас мы их всех отправляем. Что у нас тут? У нас тут разум. У нас нету разумных, по-моему, да? Сука, нету. Давай, ладно, посмотрим, что у нас тут. Голод, животные, раздор, пожар, погода. Голод отправить. Разум нету. Бедствия тоже, по-моему, нету. Раздор есть. Раздор у меня точно есть. Вот он, Федор Кривой. Собственно, да. Выбрал вилку, который. Еще разум, еще раздор, и еще... животные. Животные, дело, да. Это вот этого. Ну и двое у нас остаются. Погода, собственно, и пожар. Разум. 30%. Ну вот они вот как-то сочетаются здесь. 30% на траву. А ты, ну, полетаешь... Не, ну ты какой-то дурак. Ты водяной, ты, наверное, не будешь летать огненным змеем. Плохо будешь летать.
А рассориться нахуй с семьей. Вот это давай. Вот это ты, я уверен, справишься. Кстати, умение. А у нас тут что? А у нас не получили еще новый уровень. Ну и ладно. Просители. Ты кто? Бог в помощь, Егор Евлампович. Угу. Я за тобой, Василиса. Довезу до Пакчита. Давай. И тебя, Егор Евлампович, до Вильгарта-то подвезем. Хорошо. Я вас у ворот подожду. Давай. Давай, поехали, давай в путь. Ну так в путь. Прощание. Ой, да, собственно. А венчальный день начинается с долгого обряда. Ну, пошли, пообрежаемся долго. Вы добираетесь до избы невесты с первыми лучами рассвета. Когда ей можно Влюбленная ебало-то девушка открыть? садится под иконы, и начинается долгий обряд прощания с красотой. Подруги присказывают, уж я сяду-ка молодешенька, невеста раздает всем атласные ленты. Самую красивую невеста дарит вам. Спасибо. Обряд затягивается, да и поезд пока не приехал. Звуки последних плачей стихают уже под вечер. Подруги начинают облачение невесты в подвенечный наряд, а вы решаете еще раз поискать порчу во дворе и там же встретить поезжан. Во-во. Покинуть местность. Пошли. Куда? Поезд собирай. Нихуя. Вчера по дому вроде как ходили все это время. Пока продолжается плач, проверю-ка двор еще раз. Как бы новая порча не объявилась. Может, там сундук? А может быть. Вы спускаетесь во двор. Без поезжан он выглядит Вот мрачно он, и сундук. запустело. Неудивительно, ведь много лет под этой крышей жила нечистая сила. Вы вздрагиваете от неожиданного шороха. Кажется, он шел от стога сена. Но какого из них? Смотреться вокруг. Давай смотри так. Подожди. Сначала. Ну, блядь, сундук же. И мне не дадут, пока я сток сена, нахуй. Ну, давай сток сена большой. Куда ты? А, к Что-то этому. шумело за этим стогом сена. Или за другим. В Осмотреть. траве вы находите своих сидящих в засаде юных знакомых. И Дурачки. хватаете обоих за загривок. А ну-ка, пусти! Что вы тут затеяли? Извини, Васенька, мы не тебя караулим, а плохого колдуна. Тут точно кто-то ходил. Мы всю ночь дежурили, видели, прокрался и коту на свадьбу навел. Угу. Ой, Господь Боженька, только б не котку. Ничего, я тебя защищу, так нече колдунам свадьбу обращать. Угу. Колдун. Какого ты колдуна видел? Рассказывай. Прокрался ночью. Истинный сатана, Господь Богом клянусь. А она-то его видела? Ворота сами отворились, утварь летала. Нихуя. Бесы носили, стало быть. А сам-то не похож на колдуна. Одет ладно, по-городски. Он шептать что-то начал быстро-быстро. Да страшно-то. Ага. Вокруг-то темно, не видно ничего почти. Сама-то она вряд ли найдет. Хватит свистеть! Это, видать, от колдунов дудка помогает. Он избежал. Падла. А мы решили еще перепрятаться. Вдруг вернется. Ага. Ну, и ты пришла. Ладно. Порча. Что колдун сделал? Шептал. Еще руками что-то делал. Ага. Думаю, он порченные предметы раскидывал. Мы тебе их найти поможем, Васенька. Давай. Сама-то она вряд ли. Ты, падла, сейчас допросишься, блядь. Ладно, помочь хотите? Так давайте. Ой, бля. Ты в этом стоге ищи горох на 9 горошин. Как же его перетянуть-то Снег в том хочется. стоге ищи. А я остальной двор осмотрю. Все уяснили? Ага. Поняли. Без нас-то точно не найдешь. Хорошо, Василисушка. Какой ты пидорас. Такой ты, блядь. Вы внимательно осматриваете пол. К своему ужасу вы замечаете клок обгоревшей собачьей шерсти. Вы убираете его приговором и с отвращением отбрасываете в сторону. Ля, псина. Сундук. Где лежит белоснежное постельное белье для молодых. Пуховая сваха должна передать его в дом жениха, когда вы поедете в избу. Вы разрезаете подкладку. К своему ужасу находите что-то мохнатое внутри. В ваших руках оказывается засушенная медвежья лапа, Ёб твою которая мать. веет темным колдовством. Вы прячете новый артефакт в сумку, будто бы против своей воли. Ага. В сундуке лежит белоснежное постельное белье для молодых. Серьез глаз. Внезапно вас окликает Петька.
Васька! Васька! Я Тебе нашел, кажись! по ебалу Я дать. тоже нашла следы порчи. И у тебя, и у меня. А у тебя что, Акулина? Много как-то. Ну, не страшно, если ничего. Я нашла, Васенька. Тоже стручок. Ага. Сколько порчи. Здесь замешан сильный колдун. Дети тревожно переглядываются. Давайте сюда эти стручки. Кто знает, на что еще способен наш враг. Порча? Бесов призовет. Так и уморить недолго. Во-во. Вздрагиваете от резкого стука в ворота. Дети с криками убегают в дом. Туда и Эй, валите. открывай-ка ворота! Ты, Купцы блядь, заморские прибыли. дурак, нахуй. Сюда тебе кто сказал? Нельзя войти. Я еще катку не осмотрела. Потребовать выкуп. После нескольких минут торга вы... За невестой в избу подымайтесь. А мне надо с Тысяцким побеседовать. Во-во. Что-то тебя тревожит, Василиса. Я сейчас столько порчи нашла. Кто-то сильный свадьбу пытается заколдовать. Вы рассказываете деду Егору о своих находках. Свадьбу теперь не остановишь. Во-во, уже все. Почему? Подожди, я пойду Николаю расскажу. Дед Егор с силой хватает вас за руку. Ну-ка, стой. Ты им судьбу хочешь испортить, что ли? А? Если сейчас поезд остановить, у них вся жизнь может наперекосяк пойти. Давайте просто получше осмотрим, всю порчу соберем и все. Да, но что если нас остановят по дороге к венцу? Вся эта порча неведомо как выплеснется. На то и задач твоя, сваха. Оберегать будешь поезд. Ладно. Че, миссия с поездом, пацаны, да? А если остановится, тогда да. Что произойдет, один бог знает. Ну ладно. Нечего молодых тревожить. Делай свое дело, а я Ладно. своим займусь. Федьку новым заговором выучу. И с него толк может быть. Хорошо, дедушка. Ладно. Благословить их надо на дорожку. Да подожди, Все поезжане блядь, собираются в избе. После благословения невесты и Николая поезд отправляется в Вильгард, в Троицкую церковь. Да подожди. Нет, не хочу я. А я могу, блядь, могу я? Не могу. Ну не хочу я, не хочу, подожди. Ну там вот катку эту можно было потрогать. Вот там что-то тоже. Ну ты. Ладно. Ну что, собственно, отъезд поезда. Все приготовления сделаны, можно и дорогу поезд отправлять. Ну поехали. Поехали отправлять, как бы там, если что, по пути будем разбираться с приколами. Чё ты там? Не покажешь ничего. Вот повезло девке. Оторву покажешь. Ага. Да, немногие возвращаются с того света. Сама она не справилась. Мы помогли. Так и другие мертвецы. Сами не вернутся. Без тебя Колян-то не вытащил бы ее, а? Ну да. Без меня и деда Егора? Да вряд ли. Знаешь, я тут думал, ты же и меня, можно сказать-то, с того света вытянула. Ну, из петли-то точно. Если б ты тогда в кабак не пришла, меня бы черти удавили. Да. Да, думаю, так бы и было. Я слышал, что девки в Вильгарте-то говорят. Так. Что говорят? Ты векшицей ты не хотела становиться. А сейчас-то стала. Ну вот я и думаю, ты парню своему помочь решила. Да. С чего ты взял? Вы с дедом меня за дурачка держите. А я кое-что понимаю. Мертвецы, они сами-то не вернутся. Так ведь ты говоришь? Да. Я-то тоже на посиденках бывал. Видел, как ты его любишь. Вот и решилась. Васька, бросай ты это дело. До добра-то не доведет. Ты охуел? Ты эту девку вернула, так она и не помирала. Подменышем была, так? А я при смерти был. Ага. А твой он все в земле. А ты не выпеливайся, если не понимаешь ничего. Пёс. Погоди, что зазлилась-то? Я не шучу, так. Я почти на тот свет-то заглянул. Нет оттуда возврата. Устрою тебя туда возвращаться, слышь? Базарь так кучеряво тут, а?
тебя бесяки-то работу просят. Ага. Сколько уже ты народу попортила? Не твое собачье дело, пес. Не так много. Ну да, как бы. А дальше что будет? Они другие души на тот свет потащат, все голоднее будут. Да не надо. Так побывальщинки-то внимательно слушай. Бесяки и тебя на тот свет стянут. А за собой еще и крестьян-то не знамо сколько. Ну что эти крестьяне-то? Поспорить. Ты по сказкам о колдунах не суди. Мои черти всегда в узде. Во-во. Говоришь, бесяки меня погубят. Ты еще не знаешь, что у меня на роду написано. Бесяков моих видел еще. Я им всем пизды дала, таких, что они как бы, да, смирные. Написано было у него. Это еще неведомо, что написано-то, ага. Но я сам решил за свою судьбу взяться. У тебя-то свой удел. Тройка мчалась, ее ты услышала. Так на то твоя судьба. Может, не обман то был? Ага. Тройка мчалась, собственно. При ворожбе на перекрестке сначала очерчивают круг, а затем слушают. Если стучит топор, да сука, или звучит плащ, значит жди несчастья. Если же звенят бубенцы, быть свадьбе. А у меня не так все. Помнишь, я Славки-то воровал? Ну, помню. Так это не первый раз-то был. Много чего было. Ага. Думаю, может и правда завязать с этой жизнью. Хозяйством обзавестись. Да, знаю, веселого-то тут мало. Ага. Ты меня спасла, и я решил у тебя совета и спросить. Знатка все-таки. Что скажешь? Согласиться. Так, Федька, я тебе давно говорила с удальством своим завязывать. Дурачок. Ладно, постараюсь. Старые заучки сложно уходят. Ну так, постарайся. А там, глядишь, хозяйством обзаведусь. Во-во. Гляди, не забудь слова-то свои. Я тебе как их забуду? Нет, я уже ли чё ли? Федька ухмыляется и ударяет поводья. Село Пакча тонет в тумане, а впереди лежит дорога до Вильгарта. Вы думаете о том, что кто-то намерился испортить свадебный поезд и наверняка не сдастся так просто, после чего с тревогой озираетесь по сторонам и готовитесь к худшему. Ну, давай покинем местность. Собственно, брод через Студеный Ключ. Этот ручей пересекает дорогу, значит, тут легко и поезд остановить. Ну, давай, чё. Извилистая дорога манит сырым туманом и таинственными тенями. Что таится за ними? Какие духи? Вскоре вы добираетесь до брода через Студеный Ключ. Ваша и невестина телега с плеском пересекают водоем, но третью повозку ждет неудача. Одно из колес подскакивает на подводном камне, и все пассажиры падают в воду. Пиздец. Вы осматриваетесь и замечаете во мраке глаза нечисти. Федька бросает на вас вопросительный взгляд. Что делать с отставшими гостями? Да в смысле? Спрыгнуть и Вы помочь. спрыгиваете с повозки и открываете черную книгу. Федька передает вожжи и тоже спускается. Нужно отправиться в путь как можно быстрее, чтобы не отстать от поезда. Гармонист пытается помочь наладить повозку. У вас же другая забота. Из темноты слетается стая бесов. Ну, сейчас мы их угомоним, чё. Чё их? Да это того, это этих бесов-то. Чё это устроили? А, все, все помрут. Даже ничего не надо это делать. Уроки. Складная слабость. Складной оберег, если погиб. С глаз. Ну, давай возьмем вот эту карту. Наконец, телега починена, так что вскоре вы нагоняете свадебный поезд. Крестьяне не видели бесов, но заметили, как вы шептали заговоры. Теперь они с уважением поглядывают на вас и вашу книгу. О, так-то, ебать. Между прочим, да. Собственно, у Кривого Леса. Пока мы свадьбой занимались, силой Кривого Леса мог и тот колдун воспользоваться. Ну, давай. Кривое озеро, там еще и лес, все кривое какое-то там.
Свадебный поезд въезжает под сень мрачных деревьев кривого леса. Из вечернего мрака доносятся странные звуки. Похоже, неизвестный колдун испортил и эту дорогу. Падла. Ваши опасения были не напрасны. Хотя этот лес вам знаком с детства, дорога упирается в развилку, которой вы припомнить не можете. Кажется, по колее слева телеги ездят чуть чаще. Ну, наверное, налево, направо пойдем. Вновь развилка. Слева лес расступается, справа дорога делает петлю в обратном направлении. Ну, так туда, куда лес? Дорога обрывается на широкой поляне. Пока свадебный поезд разворачивается, вы успеваете спрыгнуть с телеги и с приговором набрать целебных трав. Нормально. Вновь развилка. Слева лес расступается, справа дорога делает петлю в обратном. Ваши опасения ну, поехали. напрасны. Хотя этот лес вам знаком, Покинуть очередная налево. развилка и вновь незнакомая. Дорога, ведущая налево, кажется, погружена во мрак, а над путем справа пробивается лунный свет. Ну, давай направо. Вы добираетесь до очередной развилки. Слева дорога пролегает через густую чащу. Справа виднеется просвет среди деревьев. Ну, давай, мы идем на свет. Наконец, лес остается позади. До Вильгарта осталось совсем немного, так что вы делаете передышку. Все, выдохнули. Выехали из леса, выдохнули. Михайловская Ростань, собственно, Ростань нечистое место. Тем более Михайловская. Ну да, мы там это, собственно, видимо, там же, ну, у нас там часто всякие приколы, но там, по-моему, мы и становились, собственно, Михайловская Ростань колдуньей. Незнакомо, и вы теряете все ощущение пространства. Где север, где восток. Вы словно впервые оказались на этом перекрестке. Вы решаете прибегнуть к ворожбе, поэтому быстро шепчете слова заговора и прислушиваетесь. Ля, дед в очках, смотрите, что-то дилвизит едет. Слева доносятся колокольцы, справа стук топора, а впереди слышен жалобный плач. Какую же дорожку выбрать? На колокольце? Где колокольце? Подожди. Слева колокольце, на колокольце едем. Налево. Вы выбираете верный путь. Я знаю. Вы безошибочно выбираете направление. Такая ворожба вам по зубам. Путь до Вильгарта проходит без приключений, и вам удается немного отдохнуть. Кажется, остается последний отрезок дороги до Троицкой церкви. Ну все, поехали. Троицкая церковь в Вильгарте. Почти добрались. В путь. В путь так в путь. Ля, пидорюга. Василиса, тормози поезд! Хуёв ли? Мы не можем остановить, примета плохая! Теперь уже и не скроешь, я полагаю. Но нет времени спорить. Я намерился испортить твой поезд и доведу это дело до конца. Пошел нахуй. Что? И ты мне говорил, что делаешь все ученым способом? Пидорас. Я могу оставить его в покое, но только если отдашь мне книгу. А могу тебя нахуй послать, если ты поведешь нахуй? Почему? Зачем тебе портить свадьбу? А? Все просто. Я могу забрать этот артефакт только если ты ослабнешь. Если поезд остановится, порча может выплеснуться. Что произойдет, только Господь Бог знает. Конечно, ты так говоришь, чтобы я не мешал. Не будет ничего. Дебил. Меня послушай. Это опасно. Очень опасно. Ты меня не испугаешь, Василиса. Или отдавай книгу, или поезд остановится. Ну, расскажи, блядь, как? Как в вашем обществе-то принято? Притворяться вечно. Пидорас. Мог бы и со змеем мне помочь. Я хотел, но ты справлялась сама, и я решил посмотреть, что ты за колдунья. Посмотрел. Думаю, такая же сильная, как я. Я не хочу никому вредить, мне всего лишь нужна книга. А мне нужно, чтобы ты нахуй пошел. Знаешь про нее? Зачем она тебе? Что ты задумал? Не тяни время, Василиса! Договориться. Послушай, давай я обвенчаю молодых, а потом и сразимся. Зачем ввязывать молодых? Меня не перехитришь, Василиса. Я специально готовился к нашему поединку. Теперь
Анчоус, блядь. Мы равны. Ладно, Я сразиться. не могу отдать книгу. Сам ведь знаешь. Тогда выход только один. Дефонтуа! Де фонтуа. Аманда кидаврати. Че писюн. Так, собственно, ну а что? А, ну подожди, что там он там 10, там хуесить, там, да, вот это вот все там, блядь, раз, да. Да, а есть что-то увеличивающее порчу, какая-нибудь трава? Что он хочет там? На 10 защититься, снимает все... Ах ты! А, нет, подожди, мы делаем вот так. Он ходит, получается, первее, да? Он же колдун. Колдун ходит первым. Вот и все. Он ходит первым. И грыжу свою на 2 закидывает. Мы тут блокируемся. У нас тут полный заговор. Поэтому он ничего не снимет. И все будет хорошо. Мы вот так еще нахуй сделаем. Короче, он сейчас делает там свою хуету, там что-то на 2 бьет, конечно, да, там на 10 он там защитился, там туда-сюда получил 1, 2, 3, и полетели заговоры, сглазики, сглаживаем молодого, вот так тебе, подлюка. Так, это насколько у тебя там сглазили мы? Насколько мы тебя там сглазили? 61. Ты планируешь снять с себя сейчас всю наши негативные штучки, призвать другую нечисть. Ты 3 слова получится, да? Лютая. 3 слова делаешь. А мы делаем сколько? Тоже, ну 2 получается. По факту-то 2. Травы. Давай что-нибудь тут еще. Эффект складности на 3. Вот так. Я, по идее, первая хожу. Раз, порча. С глаз. По лицу получил псина. Вот и все, собственно. Порча складной оберег. Давай тут возьмем приколюху. Плюс 500 опыта. Извозчик Александра, заметив, что тот слабеет, ударяет вожжи, и двуколка уносится в сторону. Вы с ужасом понимаете, что последние его заговоры были направлены не на вас, а на поезд. Лошади спотыкаются, и ой, блядь, с грохотом переворачиваются. Весь мир превращается в какофонию из криков людей и животных. Пидорас, такой пидорас. Слушай, я надеюсь, этот гандон сдохнет, короче. Ой, блядь. Чё это за лють-то такая? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну нечисть нужную зато нашли. 3 оборотня. Порча Александра упала на ослабленный поезд и пронзила его насквозь. Часть поезжан превратились в волков и убежала в лес. Другие потеряли сознание или травмированы падением. Вы замечаете деда Егора и устремляетесь к нему. Несколько заговоров, и ваш наставник приходит в себя. Дедушка, ты живой? Василиса, ох, Господи Иисусе, голова-то как болит. Погоди, я еще пошепчу. Не до того. Что с поездом? Спортили все-таки? Да, многие волками обернулись. Обернулись, значит, не приблазнилась. Я видел, как Федька обращался. Я доберусь до этого Александра. Ох, как теперь быть-то? Ну-ка, не причитай, не до парня этого. Сначала свадьбу наладить надо. Ладно. Ничего. Волков выловишь и поладишь. А там, глядишь, и печать откроется. Как я их Справедливо. найду? Тут и бесы могут не найти порченых-то. Ничего, найдем. Есть у меня знакомый один охотник. Он выследит. Окей. Узнай, кто пропал, до раненых палать. Хорошо. Потом и в дорогу можно готовиться. Хорошо.
Волки. Как они в волков-то превратились? У нас тут про такое лет 100 уж не слыхали. Так чё, порчу хорошую твой дружок навел? Да и потом права ты была. Федька не то чтобы сильно знаткой-то, а для дружки. Как мне их расколдовать? Нужна трава специальная, слезы кукушечьи. Она в лесных чащах растет, во владениях лешего. Думаю, охотник тебе и с растением этим поможет. Окей. Федька. Федька тоже обратился? Да, вон гармонь валяется. Думал, привиделась. Ага. Что с молодыми-то будет теперь? Ничего, Стюжа. Я пару молитв тайных знаю, научу. Хорошо. Кто этот знакомый твой? Охотник один. Дома расскажу. Ну что, за дело. За дело, чё, давай, пошли. Не, так, короче, ну, Акулина, трава по расписанию. Акулина, Здесь ладно. Ваша знакомая икотница Акулина. Она потеряла сознание. Кажется, девушка ранена. Вещи. Акулина приходит в себя Дома голова. и с трудом поднимается на ноги. Ой, Васенька, ты меня подлечила? Спасибо. Все-то ты мне помогаешь. Во-во. Коля жива! Ой, господи! О, господи! Да, Иисусе! тугосеренька твоя, да-да. Теперь с ней все будет хорошо. Акулина, ты заметила, куда волки побежали? Не видела. Я как упала, так ничего не помню. Хорошо. Петьки нет нигде. Наверное, тоже обернулся. Матушка тебя домой. Надеюсь. Отдохнешь там. Ладно, Васенька. Угу. Вон то мужика надо, наверное, бы сходить помочь ему. А, ну похуй, пусть лежит, согласен. С иглы насрать. О, подожди, беспокойная лошадь. Что-то можно все-таки. Некоторые лошади убежали. Остались самые смелые. Ага, ладно. Мать Акулина, что скажешь? А что ты разлеглась-то? Вылечил тебя? Спасибо тебе, Василиса. Заметила, куда волки делись? В сторону Пакчи куда-то. Сразу в лес скрылись. Да тут разве разглядишь-то, ага. Ладно. Только что невестиных подруг несколько обернулась. Ух, жуть-то какая! Слышала про это? Да не думала, что на нас выпадет. Ладно. Так, что у нас? Что у нас? Там вон есть еще какой-то дед лежит. Невеста. Бля, невеста. Ну, прости, подруга, тут как бы хуйня случилась. Голова кружится у меня. Где Николай? Не видно его. Послушай. Может, он тоже волком стал? Вернулся тоже. Ох, видимо, на роду мне написано к нечистой силе вернуться. Да ничего ты не ссы. отчаивайся. Я отправлюсь за ним и другими поезжанами. Знаю, я свадьбу-то не уберегла, но все поладить постараюсь. Наверное, права ты была насчет Федьки. Слушать тебя надо было. Не он свадьбу спортил, а колдун другой. Ничего, я и до него доберусь. Как Николая верну, вы с ним до церкви-то доберетесь, налажу я судьбу вашу. Надеюсь, О. Бог тебе поможет, Василиса. Я тоже. Телега. Лях он пес, Телеги все конечно. перевернулись, некоторые сломаны. Пидорас этот ваш Александр. В траве лежит покалеченная крестьянка. Кажется, она потеряла сознание. Ну, давай ее тоже Крестьянка полечу. благодарит вас слабым голосом, но затем снова теряет сознание. По крайней мере, ее жизнь вне опасности. Хорошо. Туда я не могу пройти, да? Тут тоже ничего нету. Этот там блюет нормально. Ну все, деда, пойдем, да, хоть сюда. Готова возвращаться? Ты прямо с ног валишься. Ну, готово. В избу, дед, чё в избу? Грустно, пиздец. Все, а тут неожиданно веселая музыка, и все хорошо сразу стало. Василиса, вставай. Светает уже. Ладно. Собственно, светает и светает, друг мой. Что я тебе скажу на этом? На этом мы на сегодня заканчиваем. Собственно, свадьбу мы с тобой всю свадьбу сопроводили. Все хорошо. Ну, как бы хуево, но хорошо. Ложка этого одолели за 2 хода и вообще с кайфом. Собственно, ты пока что иди, лайки ставь, комментарии пиши. Вот это все туда-сюда. С тобой был Гример. Увидимся в следующих сериях.